так что, это краниосакральная терапия? Ой, да они мне жизнь спасли 2 раза. А когда будет массаж? Давай назовем это рехабом. О, это какой-то ву-ву. Возможно, многие из вас знают о том, что я очень круто поменяла свою деятельность последние пару лет, расширив ее из банкира, финансиста, казначея, финансового директора и операционного директора, включив в нее крайне сакральную терапию. И эта трансформация дала мне невероятные инсайты, и мне настолько хочется делиться ими с близкими людьми, и это постоянно делаю в кругу своих близких, что возникло желание вынести это на чуть более широкую площадку и привлечь вас к этому интересному разговору, услышать ваши реакции и поднять темы, которые пересекаются не просто в терапевтической области, а на самом деле далеко за пределы ее просто в жизни, в общении с людьми, в познании себя. Именно так я воспринимаю крайне сакральную терапию, биодинамику. Вот об этом и будет речь идти в нашем подкасте. Мне кажется, еще очень интересно то, что мы говорим с тобой именно на Кипре. Здесь какая-то такая особенная атмосфера замедления. И то, что крайне сакральная терапия, она во многом про то, чтобы быть в контакте с происходящим, да, и очень чутко ощущать себя и среду вокруг. Мне кажется, мы после нашего пребывания в Лондоне, да, и нашего соединения, и какой-то весь день сегодня тоже он предварял наш этот разговор своим темпом и настроением, и медленностью, и таким вниманием к каждой вещи, которую мы сегодня делали. Поэтому здорово, я сейчас точно в таком настроении. Слушай, а для меня очень значимо вообще все. Не только, что это Кипр, а то, что это ты, и в первую очередь. Потому что мне кажется, что твоя роль в том, что я пришла к этим сегодняшним моим увлечениям и инсайтам, она огромная. И по большому счету она, возможно, с твоей стороны началась, ну, вообще как бы по жизни, а в частности и через толчок к тому, чтобы я подключилась к проекту «Эволюция» и к учебе, после которой, собственно, многие трансформации в моей жизни начались. Хотя я, может быть, не готова была в тот момент признать, что именно это было толчком к таким изменениям. Приятно узнать. Да, ну, кстати, в крайне сакральной терапии тоже часто так бывает, что это настолько мягкая техника, что ее эффект не всегда заметен сразу. И клиент может сказать: ой, а что это было, а где были какие-то манипуляции, массаж или еще что-то. Ничего этого не было, и, наверное, вообще ничего не было. Но через какое-то время заметить изменения, которые оказываются достаточно трансформационными. Я, кстати, очень хорошо помню, как ты мне рассказала, что ты займешься крайне сакральной терапией. Это было в Лондоне. Я снимала квартиру, вы пришли ко мне в гости, и ты рассказала, и я расплакалась от того, как какой это был страйк и сошедшегося пазла. Я тоже помню этот момент. Вот, твоя реакция была еще одним вдохновляющим толчком к тому, чтобы относиться к этому серьезно. Слушай, я вообще-то хочу тебя представить своей аудитории. Знаю, что ты невероятно популярна в кругу своих коллег, знакомых, но для моих слушателей мне хочется сказать отдельно о том, что, во-первых, ты моя дочь, во-вторых, ты невероятно успешный консультант международного, на самом деле, масштаба, работающий с топ-менеджерами различных компаний с фокусом на финансы и финтех, и вообще технологическую сферу. И ты человек многих талантов и проживающий очень тоже глубокие процессы познания себя и приглашающий своих близких к этому пути. И мне невероятно ценно, что ты мой первый собеседник в этом подкасте. Мне тоже.
Слушай, а ты вообще понимаешь, что такое краниосакральная терапия? Можешь объяснить своими словами? Давай я сегодня Давай. разверну, как мы сегодня обсуждали другую тему, разверну стол и предложу тебе ответить на этот сложный вопрос. Я могу рассказать, как я рассказываю сейчас это другим людям. Возможно, это уже немножко обросло моей перспективой, и, возможно, вообще не имеет связи с тем, как ты мне рассказывала. Коротко я объясняю. Знаешь ли ты остеопатию? Чаще всего говорят «да». Я говорю, ну вот это еще более глубокая, сложная как бы, работа с телом. Если объяснять подробнее, я говорю, что есть кранио, да, это череп, есть сакрум, это крестец, и между ними как бы столб нашей жизни. И метод краниосакральной терапии, он про то, чтобы, во-первых, подключаться к вот этому организующему, то, что в коучинге организующий принцип, то в теле он как бы организующий ритм нашего тела. Все правильно, да? Так, Говорю? прям молодец, видимо, я это не раз повторила. Или я хорошо слушала нашего тела, и дать ему просто пространство, слушать его, ничего в нем не менять, и находить то здоровое и хорошее, что есть, распространяя его на все тело. Таким образом, тело само понимает, что оно лечит и с каким ресурсом. Супер. Просто великолепное объяснение, реально. Мы не готовились. Мы не готовились. Немногие мои клиенты смогли бы его повторить. Многие просто доверяются, потому что они видят эффект. Но и сами терапевты по-прежнему, даже есть некое движение в ассоциации краниосакральных терапевтов о том, как говорить о том, что, в чем заключается эта терапия, потому что не так просто объяснить это словами. Она возникла изначально как ответвление остеопатии больше 100 лет назад. Один из основоположников остеопатической науки, один из первых учеников доктора Стила, который вообще создал как бы направление остеопатическое, вот один из его учеников, доктор Сазерленд, исследовал как раз влияние именно краниосакрального механизма на работу всего тела и системы. И он делал различные эксперименты с сжатием, давлением на разные части черепа и обнаружил, что на самом деле влияние огромное на разные системы, казалось бы, напрямую не связаны. И пищеварительная, и дыхательная, и кровеносная система. И по мере изучения он понял, что, во-первых, кости, они не сросшиеся на 100%, они имеют некоторое движение, и что механизм вот, краниосакральный, который содержит в себе всю центральную нервную систему, он, по большому счету, является, как ты правильно сказала, организующим принципом организма. То есть он еще более фундаментален, чем такие жизневажные функции, как дыхательная или кровеносная или сердечная функция. И по мере своих исследований он обнаружил, что этот механизм движется тоже в своем ритме. Не в том ритме, в котором мы дышим, и не в том ритме, в котором идет пульс, а в неком другом ритме. И больше того, там есть несколько ритмов, они есть более такие поверхностные, более глубокие. Они называются на английском языке tide, есть middle tide, есть long tide. И вот этот long tide — это самая такая глубокая, глубинная пульсация всех жидкостных систем, всех тканей организма, в котором он существует. И этот пульс сохраняется даже несколько часов после как бы формальной смерти человека, да, когда заканчивается дыхание и сердечный пульс, но еще несколько часов длится вот этот пульс. И известный случай, кстати, вот самого этого доктора Сазерленда, который смог вернуть к жизни человека, уже несколько минут лежавшего без дыхания и без сердечного пульса, через активацию вот именно этого глубинного пульса организма. Знаешь, мне очень нравится в этом смысле такое сравнение есть, что с океаном, что на поверхности океана может быть рябь,
может быть даже какой-то шторм, сильные волны, активное движение. Если ты спускаешься даже в самый тяжелый шторм на более глубокую, на более глубокий уровень, то там уже движение не такое активное, там уже нет таких колебаний. И в самой глубине океана, на дне, практически еле заметное какое-то течение есть. И есть вот это ощущение, то, что называется dynamic stillness, то есть такая динамическая тишина или динамическая неподвижность, динамический покой. Это покой, который не мертвый, а покой, который полон потенции, полон жизни и приводит на самом деле в движение вот эти все волны, вот эти вот штормовые огромные волны на поверхности. И оттуда управляется вся эта махина океана, а не сверху вниз. И когда в процессе терапии ты погружаешься вот максимально глубоко в систему и прислушиваешься к ее вот самым глубоким ритмам, происходит невероятное воздействие на вот эту рябь. Условно говоря, те проявления, которые нас в жизни беспокоят в виде каких-то болей, нездоровья, каких-то проблем с нашим организмом и с эмоциональной сферой. Скажи, пожалуйста, вот краниосакральная терапия, название, скажем честно, максимально эзотеричное. Как его можно было сделать? С названием этой терапии точно не повезло, потому что, во-первых, как ты правильно сказала, такое название воспринимают как эзотеричное, хотя ты сама пояснила, что оно на самом деле чисто анатомическое. Кранио — это название черепной коробки, а сакрум — это крестец. И, собственно, ничего совершенно эзотерического в этом нет. Но оно, прямо скажем, не очень легко продаваемое. Когда его слышит человек, который не близок к этой теме, он пугается и говорит: о, это какой-то ву-ву. Есть врачи, есть там, есть ву-ву. Вот вы, наверное, ву-ву. Нет, но на самом деле, может быть, какой-то замечательный ученый или энтузиаст этой терапии придумает какой-то более user-friendly. Я лелею эту мечту. Я объявлю в какой-то момент конкурс на максимально на лучшее название. Но пока мы имеем то, что есть, и можно иногда, знаешь, как-то заменять, я думаю, названием биодинамики, потому что то, чем я занимаюсь, это не просто краниосакральная терапия, это еще и ее особое ответвление, это биодинамическое. Если позволишь, я два слова скажу, чтобы пояснить разницу. Когда возникла эта наука, какое-то время ее изучение происходило больше из таких анатомических и физиологических аспектов, но со временем наиболее, скажем, такие чуткие приверженцы этой терапии начали замечать, что их активное вмешательство или попытки воздействия на организм, они, в общем-то, не так эффективны, как возможность организму самому проявить свои силы самоисцеления. Простыми словами, физически не нужно трогать? Прикосновение происходит, потому что даже если говорить таким как бы более научным языком, есть neuroaffective touch, нейроэффективные прикосновения. Через качество этого прикосновения ты можешь прислушиваться к каким-то более тонким сигналам организма, и воздействовать на его состояние, чем, скажем, активная какая-то массирующая. Ну вот я скорее про такое воздействие. То есть прикосновение есть, но оно не имеет своей целью подвинуть, поправить, сманипулировать органами или структурами организма. Цель этого прикосновения — услышать. То есть, интересно, биодинамическое, казалось бы, биодинамическое для меня звучит как что-то, наоборот, более подвижное, но тут как раз это то, что люди различают уже разную остеопатию. Есть та, в которой просто ты лежишь скорее неподвижный, к тебе там прикасается мастер, а вторая — это в которой над тобой какое-то сильное воздействие. Знаешь, может, это то же самое. И биодинамическое в этом случае скорее как раз без воздействия сильного.
Совершенно верно. Можно даже так пояснить разницу между Мгм. этими двумя подходами. Биомеханика — это воздействие снаружи внутрь, Мгм. а биодинамика — это изнутри наружу. М. То есть ты работаешь с силами, которые организуют изменения, а Да, не навязываешь им да, свое понятно. видение или свои там коррекции. Ой, слушай, это настолько перекликается, прости, я поверх тебя. Нет, все, вот так оно Это и есть. так перекликается с теорией вертикального развития. Да. Теперь я поняла, что ты имела в виду Да, про связку с да-да-да. эволюцией. Про то, ну, коротко, да, для тех, кто, может быть, не в этом еще контексте, это теория, в которой человек и, на самом деле, человечество проходит разные фазы развития, и такие есть большие две фазы: конвенциональная, постконвенциональная. И в конвенциональной это больше про научение работы в системе и разные прохождения этапов, там дружишь группами против, за, и свои, чужие, там, Наращиваешь экспертность, да. научаешься достигать, выигрывать в этой игре, и дальше происходит перелом, он часто совпадает с кризисом среднего возраста, то, что называют, и это какое-то начинается вообще исследование себя, насколько система, в которой я существую, мне подходит, а какие мои принципы ценности, и это такая тоже вот то, где мы чаще всего сейчас живем. И вот следующий собирающий этап — это этап стратега, когда ты уже и понял про себя, понял про систему, и дальше ты начинаешь воздействовать на систему не насилием, а поиском вот этой той самой точки приложения. Она, правда, не называется там точкой здоровья, но точкой приложения, в которой, воздействуя на которую вся система переходит в другое состояние, без насилия. Абсолютно, абсолютно. Понимаешь, меня просто приводит в восторг, как вот в разных совершенно, казалось бы, плоскостях человеческих знаний, какого-то познания, как устроен мир и как это все работает, Мгм. по мере нашего взросления мы приходим, ну то есть даже вот эта теория говорит о том, что чем мудрее мы становимся или чем более зрелыми мы становимся, тем меньше нам хочется напрямую влиять на процессы, потому что это вмешательство часто может быть на самом деле деструктивным, и мы, наверное, не всегда можем охватить всю сложность, меняя какую-то определенную часть. А когда мы стремимся держать вот этот вот широкий взгляд и видеть систему целиком, и не насильственно ее менять, а создавать условия, в которых она может проявить себя максимально здорово, скажем так, или продуктивно, вот про это и есть эта терапия. Поэтому для меня краниосакральная терапия, ну, как разновидность, скажем, биодинамики, потому что есть и другие модальности, и я их тоже потихонечку узнаю, они невероятно интересны. Мне как раз очень откликается, потому что оно где-то находится на уровне, вот если говорить о теории вертикального развития, на уровне стратега, а может быть даже и алхимика в каком-то Может, исполнении. даже ироника. Но на это мы еще не Ждем замахнулись. обновлений от эволюции, новых слов. Но стратега и алхимика совершенно однозначно. Да. И мне невероятно нравится то, что есть инструмент, которым можно проживать это состояние и тренироваться в нем, понимаешь? Ну, мне невероятно повезло, что я волею совершенно случая, можно сказать, попала в эту историю, но совершенно не случайно в ней осталась, и что благодаря регулярной практике вот это состояние, этот подход вообще к любому вопросу, к любой проблеме, ситуации, как ты хочешь назови, не через фокус на проблеме, желание ее как-то зафиксить, вообще мысли о том, что ты должен что-то тут же зафиксить, а вот это состояние принятия сложностей и понимания, что даже эта проблема — это часть вот этой какой-то совершенной структуры, вот оно просто начинает то, что называется embodiment. Знаешь, это слово меня всегда немножко раздражало, потому что до конца не было понятно, а что, собственно, это такое. Ничего страшного, в русском языке это еще не мейнстрим, не заюзанное слово. Серьезно, да? Спокойно его использовать. Ой, слушай, это классно, потому что оно просто на каждом углу на Западе, и мне кажется, что оно уже совершенно затерлось, и оно раздражает примерно так же, как слово энергия или, я не знаю, осознанность, да, вот. Но тем не менее, оно
объясняет весьма интересный феномен, когда ты становишься тем, что ты манифестируешь, условно говоря, да, не делаешь только, а ты становишься этим. У нас была с тобой интересная дискуссия еще про то, что есть... Ты рассказывала про то, что кранio — это путь к некому состоянию просветления. И можешь еще поговорить подробнее про это? Я тебя спросила тогда, осознанный ли это путь? Вот и здесь есть развилка. То есть это может быть неосознанный путь, если ты не проходишь его сам как терапевт. И, например, может ли путь в кранio твой как пациента заменить твой путь в эволюциях, чтении, Да. тантре? Очень интересный на самом деле вопрос. И у меня нет, наверное, у меня есть только свое мнение по этому поводу. Это, наверное, оно будет как-то трансформироваться. Здесь все-таки терапевтическая связка между, я думаю, что в тантре и в других практиках, которые тоже, собственно, служат цели вот такого вот глубокого проживания себя, познания себя и раскрытия себя на каких-то новых уровнях, там есть больше немножко, что ли, самостоятельности. В краниосакральной терапии все-таки достаточно четкие отношения практика и клиента, дающего и принимающего. Хотя от процесса точно получают выгоды оба, но роли у них все-таки в этом процессе разные. И по большому счету у практика роль такая, что он держит пространство. А у принимающего, что он имеет возможность зайти на какой-то период, и, может быть, он будет проигрывать в нем еще какое-то время после сессии, в состояние абсолютной безопасности, которую он, возможно, проживал только как эмбрион в утробе своей матери, и в которую он в живом, в реальном мире практически никогда не может вернуться, если он не владеет практиками медитации, какого-то погружения в себя. А терапевт дает ему вот как раз такую среду создания пространства, в котором абсолютно безопасно, и в котором все принимается, он принимается целиком, и он имеет все ресурсы для того, чтобы проявить лучшее себя, которое все равно в нем есть. Звучит так хорошо. Короче, нет, я не из-за этого смеюсь. Я смеюсь из-за того, что у меня сейчас все друзья говорят, наверное, будут смотреть и думать: ах, не обалдела ли она? Такой принимающий родитель, еще реальный родитель. Полностью безопасное пространство тебе делает сама мама. И может тебе дать ощущение, что ты эмбрион. Это какой-то... Слушай, ну это такая аналогия не для всех, конечно, но она вот реально самая близкая. Слушай, нет, ты задала вообще сложный вопрос, и мы его немножко замумукали про осознанность. Нет, и может быть, ты его так обозначила сейчас. Я про то, что ты спросила, а как это помогает человеку, который клиент, двигаться по пути осознанности. Ну да, я это и говорю. Ну вот я тебе могу сказать, что есть вопросики к этому. Я думаю, что кранио совершенно не заменяет это, его работу в какими-то другими инструментами самопознания, как ты перечислила, тантра, эволюция и многое-многое другое, что сейчас есть в арсенале людей, которые этим интересуются. Но это как некий, давай назовем это рехабом. Рехаб такой, знаешь, абсолютно безопасный. Кстати, сейчас мы поговорим про безопасность. А у меня есть идея здесь, кстати. Договори. Рехабом, в котором ты можешь подсобраться, и как бы это вообще огромный ресурс для здоровья. Не кроме психического, эмоционального, еще и физического. Поэтому я бы не рассматривала это как для принимающего клиента как единственный и абсолютно исчерпывающий инструмент саморазвития, но как обалденный
обалденное дополнение к этому, да. А вот для практика это, скорее всего, и то, и другое. Просто погружение в парасимпатический режим работы нервной системы, где, Что это знаешь, ну, ты знаешь, это симпатический — это бей, беги, парасимпатический — это отдыхай и переваривай. По-английски более поэтично звучит rest and digest. В парасимпатическом есть вот это вот состояние безопасности, что ты можешь расслабиться, и в нем происходит как раз и восстановление сил, энергии, и нормальные процессы, как бы business as usual, да. Вот. И вот как бы, знаешь, если есть у стресса разные уровни интенсивности, так и у этой парасимпатической системы тоже есть разные уровни. И можно просто там как бы не напрягаться, а можно реально расслабиться так глубоко. Но не расслабиться в смысле какого-то там, знаешь, как потери фокуса, а именно вот погрузиться в какое-то состояние покоя. Возможно, медитация, оно сопоставимо с альфа-волнами, где у тебя замедляются вот эти вот процессы, и есть время на восстановление, регенерацию, не знаю, обратить внимание, где чего не так, и можно чем заняться. Ну, у меня точно такое ощущение в процессе кранио, как будто там я не просто даже остановила себя и не нагоняю лишнего стресса, а как это у меня часто в медитации бывает, что я останавливаюсь, даю себе передышку, и могу дальше идти, там, продолжать работать, сосредоточиться. Здесь у меня ощущение проваливания на действительно совершенно другие уровни и такого рестора организма очень сильного, после которого ты говорила, что почему люди... Я подумала, действительно, я же потом прям шатаюсь. То есть у меня... И оно меня не размазывает после этого. То есть нет ощущения, знаешь, что ты заснул днем, у тебя заболела голова из-за этого. А ощущение такое, наоборот, перезарядки и уже просто другой энергии внутри. Здорово, здорово, что для тебя это тоже так работает. Наверное, часто после сессии все-таки возникает желание чуть-чуть побыть с собой, не бежать сразу бросаться в какой-то вот активную деятельность. Мои клиенты часто говорят о том, что не назначают каких-то ответственных встреч сразу после сессии, потому что нужно чуть-чуть интегрировать это, но то, что она дает ресурс большой, безусловно, просто он такой не как короткого действия, когда ты там что-то себя выпил, Red Bull, или не знаю, у тебя вдруг бум, или чашку кофе, и тебя вдруг понеслась энергия. А вот именно такая, которая прям фундаментальную перезарядку производит, и ты так уже можешь вступить в новую фазу дня, а то, может быть, и недели с другими силами. Исследование осознанности есть понятие шорткатов, и оно чаще всего связано с использованием веществ, чтобы поместить себя в какое-то определенное состояние. Совершенно разных. Это и разные там процессы в африканских племенах с испитием каких-то наркотических цветов. Это и дыхательные, на самом деле, практики, которые тебе повышают уровень кислорода до такой степени, что типа просто... Я в этом сейчас не буду погружаться, я в этом не так хороша. Но суть такая, что... Или гвозди. Ну, наверное, отчасти тоже. И мысль там такая, что вот этот вот шорткат, он про то, чтобы почувствовать себя в каком-то итоговом другом состоянии, потому что на своем опыте и на опыте многих моих близких людей самое сложное в трансформации внутренней — это поверить и понять, а как это ощущается в другом состоянии, как это ощущается, когда ты чувствуешь себя красивым, как ты ощущаешь, когда чувствуешь себя принятым и любимым, что вообще-то тебе все окей. И ты окей. И я окей. И вот это почувствовать человеку, который никогда это не ощущал, непонятно Лизонька, как. ну как же я тебя люблю? Ну ты просто в самую суть заглядываешь, в самую суть. Ну давай я договорю эту мысль, а то еще это... Она, давай. может быть, ты уже поймала, иначе мы сейчас перейдем в вообще ментальный разговор, молчаливый. Ну вот мысль в том, что крайне вот этот вот в хорошем смысле шорткат может показать, как ты можешь себя чувствовать, и дальше ты уже осознанными инструментами начинаешь приходить туда самостоятельно. Абсолютно, абсолютно. Приведу тебе 3 примера к этому, даже не своих каких-то наблюдений, а реакций и комментариев от клиентов моих. Во-первых, говорили такое, что это как настоящий трип.
И действительно, кранио вызывает некоторые изменения сознания. То есть ты действительно проходишь слои, которые ты, ну, не имея таких инструментов развитых саморегулирования, вряд ли быстро получишь такое состояние. Во-вторых, про шорткат. Вот буквально недавно история моей клиентки, которая сказала, что, которая примерно моего возраста, и после 2 сессий она сказала, что, возможно, впервые со своего 8-летнего возраста она почувствовала соединение как бы ума и сердца, потому что жила в состоянии постоянной вот этой дуальности. Либо я рациональная и деловая, либо я интуитивная и сердечная, а вместе как бы нет. И решения принимаются либо из одной, либо из другой стороны, а вместе нет. И она говорит, я поймала после этих сессий вот это состояние соединения, вот этой целостности. И оно, во-первых, меня успокоило, то есть перестало вот это вот внутреннее метание происходить. А во-вторых, она сказала, я точно не хочу это упускать, я хочу, чтобы это было в моей жизни. И я подумала, вау, вот представляешь, сколько лет прошло с ее детства, чтобы буквально за 2 сессии почувствовать такую трансформацию. Да, согласна с твоим посылом. Да, ну только что родилась эта новая мысль. Да. Вообще, знаешь, вот эта тема «я окей, ты окей» — это еще одна такая вещь, которая меня невероятно привлекает в этой практике. То есть есть все-таки роли терапевта или практика и клиента или пациента, но де-факто, то есть это разделение скорее, вот как я объяснила, с точки зрения, кто держит пространство, кто в нем присутствует, да. А с точки зрения вот этого взаимодействия я решу твою проблему, да, я что-то зафиксю. Ведь сама такая постановка вопроса ставит сразу какую-то иерархию между людьми. То есть у меня в порядке, я знаю, как сделать, а у тебя не в порядке, я тебя поправлю. Там этого нет вообще. Там есть как раз подход, что вообще с тобой все окей. И даже твоя проблема — это часть твоего какого-то совершенства. И еще есть там всегда вот эта вот ориентация на здоровье, что оно никогда не теряется из виду. И знаешь, как в фильме «Формула любви», да, кажется, там это живому все хорошо. Вот as long as we are alive, пока мы живы, всегда есть вот эта вот ориентация на здоровье. Так потом так бесценно это все. Расскажи еще про то, как это связано, как в твоей голове увязалось это вместе с коучингом. Это очень интересно. Я помню, что когда ты пошла учиться, тоже сначала я отучилась, я на РД, потом Ты ты мой пошла. ментор, можно сказать, духовный. Нет, я просто подкидываю то, что мне очень нравится, да. Не могу не поделиться с тобой. И ты пошла и сказала, что, слушай, а это вообще как бы то же самое, там вообще те же принципы. Там тоже построение вообще-то работы с коучи идет из нахождения его мастерства, да, его вообще силы. Дальше распространение этого на решение его задач, с которыми у него сложности. Абсолютно, да. Ты говоришь о курсе по системе Яна Ардуи, системного коучинга, и на который я изначально пошла скорее из соображения, что я бы хотела усилить свои вербальные skills, хотя краниосакральная практика может проходить абсолютно безмолвно, вот, но все равно иногда возникает и у клиента, и у терапевта необходимость как-то что-то обсудить или о чем-то поговорить, или поддержать, когда начинается какой-то процесс, и помочь клиенту как-то соединиться с ресурсами, которые у него есть. И для этого я пошла на этот коучинг, но он оказался, конечно же, совершенно самостоятельной дисциплиной, которая хороша сама по себе. И мне кажется, что у меня сейчас это так все здорово переплелось, что эти знания из коучинга я использую в краниосакральной терапии, и наоборот, в коучинге я часто подключаю биодинамику, хотя бы даже с точки зрения того, как я держу пространство. Так вот, в системном коучинге есть вот все те же понятия. Во-первых, широкого взгляда.
Мы не упираемся ни в проблему, ни в какую-то деталь. Мы держим максимально широкие на разных, помнишь, разные уровни восприятия. То Да, есть да, мы да, держим да. вот это широкое поле. Мы всегда имеем в виду, что даже при наличии какой-то локальной проблемы у человека есть его мастерство. Это всего лишь какой-то сегмент его жизни, а в более широком контексте этой проблемы даже может и не быть, или она каким-то положительным образом влияет на какие-то другие аспекты. Во-вторых, это позиция «я окей, ты окей». Перед нами взрослый, умный человек, который совершенно в состоянии и обладает всеми необходимыми ресурсами для решения проблемы. И если ты помнишь еще такой момент, Ян говорил об этом, и это очень важный элемент системы, что все необходимое для решения проблемы находится в самом человеке. Да. Ему не нужно, это внутренняя игра, ему не нужны внешние ресурсы или изменения внешних обстоятельств для того, чтобы поменять свою игру. И это же чистое крайне. Слушай, я тебя, конечно, слушаю, думаю, как мне с тобой повезло. Да, вот, и все, ну, огромная часть того, что ты сейчас делаешь, это настолько ну, это так важно детям. Принятие, поддержка, я окей, ты окей, Да. твоя взрослая позиция. Слушай, знаешь, мне Это кажется, отдельный стрим вообще. да, про я думаю, детей. что вы как раз и учите меня и ведете по жизни, потому что это желание быть той мамой или тем родителем, рядом с которым вы будете раскрываться и не нести дальше те поколенческие какие-то паттерны, которые нам могли мешать или которые навязаны нам установками социальными, и от которых мы потихонечку избавляемся. И это является огромной мотивацией, вот искренне абсолютно. Я готова каждое утро, вот ни свет ни заря, вставать, чтобы это делать, потому что мне хочется, чтобы вы были более счастливы и более осознанны, что ли. Знаешь, вот это ощущение, когда в тебе столько каких-то принятых от прежних поколений, от каких-то установок таких бездумно тобой принятых как паттернов поведения, как это обуславливает тебя, и ты начинаешь это замечать, начинаешь подвергать их сомнению, выбирать, а что тебе хочется, а что не хочется, а помогает ли это жизни, а помогает ли это моим детям, если они это продолжают в своей жизни реализовывать, или ты даже уже имеешь горький опыт, как это совсем не помогает, и ты очень хочешь, чтобы это не было частью жизни твоих детей, и это является, конечно, огромной мотивацией для того, чтобы работать над собой и искать вот какие-то такие пути. Зачастую, может быть, этот путь достаточно необычный для многих, но мне кажется, ну вот какой-то такой мой путь познания этого. И знаешь, мне вот, я уже тебе говорила, мне фраза Чехова в этом смысле откликается: «Выдавливайте раба из себя по капле». Вот эта работа над собой — это как выдавливание вот этих вот вещей, в которых ты не хозяин, которые тебе каким-то образом накатали тебе на диск, на жесткий диск, и ты в этом пляшешь или как-то живешь, но никогда бы осознанно не выбрал. Я думаю, что на самом деле важно все равно говорить. Понятно, что есть вот эта условно магическая составляющая, где мы очень деликатно относимся к этому знанию, да, тут нет никакой активного вовлечения в этот процесс, да, это должно быть приглашение, наоборот, тебя. И все же, ну, хочется его больше соединить с земным миром, если ты можешь что-то в этой части рассказать, из того, что ты даже, может, у других наблюдала. Примеры невероятные на самом деле. И знаешь, поскольку не такая это распространенная терапия, не так много о ней людей знают, у меня лично такое впечатление, что когда я нахожу кого-то, кто знает об этом, как правило, это какая-то история, в которой
краниосакральная терапия сыграла бы какую-то решающую роль, практически спасла жизнь. Вот реально мои Мгм. знакомые, с которыми я еще в начале немного, не то чтобы стесняясь, но не торопясь об этом рассказывать, потому что мне самой было не очень понятно, как об этом говорить и вообще как объяснять то, что я после позиции зампреда Европейского банка занимаюсь сейчас соматической практикой, поэтому я не особенно об этом распространялась. И я так осторожно, как бы я вот изучаю такую терапию, в которой речь идет о глубоких ритмах организма. И вдруг моя приятельница, очень крупный менеджер, не менеджер, консультант по кризисной трансформации, который я даже предположить не могла, что она может знать об этой краниосакральной терапии, говорит: так что, это краниосакральная терапия? Ой, да они мне жизнь спасли 2 раза. И начинает рассказывать историю просто феноменальную, в Мгм. которой традиционная медицина предлагала какие-то очень жесткие решения, там были какие-то проблемы с челюстным аппаратом, надо было там чуть ли не отрезать челюсть, ее как-то перепрошивать, и буквально за 2 месяца занятий краниосакральной терапии все прошло безоперационно, без всякого вмешательства, и человек смог вернуться в свою большую карьеру, не теряя, так сказать, года на то, чтобы Мгм. пройти такую травматическую операцию, потом восстанавливаться. Или другой совершенно тоже удивительный случай, когда я с real estate агентом тоже упомянула об этом. Пожилая женщина, известная в Мэрилбоне на Хай-стрит своим бутиком, который работает там уже 40 лет. И она говорит: да, я 25 лет последних живу благодаря краниосакральной терапии. Как? Что произошло? Рак, тяжелейшая уже стадия, и начала делать краниосакральную терапию, тоже совершенно случайно попала к терапевту и смогла вернуться к нормальной жизни, и вот ей уже сейчас 75, и дай бог здоровья. Много таких Мгм. историй. Это абсолютно не значит, что краниосакральная терапия — это панацея от рака или это панацея от каких-то костно-челюстных там проблем или еще каких-то болезней. Но это просто такие яркие примеры, когда она работает. Ты еще сказала, что меня тоже удивило, потому что во многих практиках, где смесь все же Мгм. научного Мгм. и части эзотерики, Мгм. сори, но она Мгм. здесь, эта часть есть того, что сложно Мгм. объяснить через ну, научно Мгм. доказать. Конкретно в кранио, да, в таких практиках обычно ты должен очень верить в то, что Мгм. происходит. Ты меня удивила тем, что в кранио, в принципе, не обязательно тебе верить, ты можешь быть Мгм. просто пациентом. И вот этот как раз, видимо, из-за процесса, из-за ролей, да, то, Мгм. что ты даешь, вас в этот Мгм. момент не... Ты знаешь, вот у нас как-то и мне нравится, это нет, условно говоря, ставки на то, что клиент должен поверить, то есть его надо Мгм. или убедить, или он должен как-то купить эту идею. А как будто встреча вот не на уровне ментальном, да, каком-то сознательном, а на уровне, можно сказать, подсознательном. Она происходит в любом случае. Мгм. Даже если пациент вышел после сессии со словами: да что-то я ничего не почувствовал, наверное, ничего и не было вообще, что это было, а где был массаж, еще такой часто вопрос задают. А когда будет массаж? Вот, но тем не менее, совершенно не значит, что ничего не произошло. Он, может быть, даже не заметил, но уж какие-то изменения однозначно произошли, потому что, ну, так вот работает. И это не плацебо, который работает только если в него веришь. Хотя я думаю, что настрой, конечно, имеет огромное значение в любом случае, да, Мгм. он, наверное, помогает, да, но это не, скажем, аргумент в пользу Мгм. этой практики. Ам, Но знаешь, вот просто я абсолютно уверена в том, что оно работает, хотя бы потому, что когда я начала ею заниматься, я почувствовала, что вообще-то интуитивно я многие эти вещи делала и сама.
еще когда мои дети были маленькие, потому что, конечно, эта практика особенно красива в детско-родительских отношениях, да, когда родитель обладает вот этим хотя бы даже интуитивным подходом, вот так вот держать пространство, принимать ребенка, слушать его. Это бесценно для растущего малыша и подростка потом. И когда-то давно я прочитала в книге для родителей, когда еще мои дети были маленькие, такой рецепт, что если у вас ребенок очень перевозбужден, он требует внимания, а вы там безумно заняты, вам непременно нужно закончить какое-то дело, а у всех у нас взрослых такая ситуация регулярно случается, то чтобы как-то вот заменеджить эту ситуацию, нужно выделить 10-15 минут безраздельного внимания своему ребенку. Отложить все дела, которые у вас горят и которые вы пытаетесь параллельно делать, давая обрывки внимания своему ребенку, обрывки внимания своему делу, отложить дело и дать 100% своего внимания ребенку. Это значит вот реально погрузиться в него. Вот то, что мы называем держать пространство, там, не знаю, дать тотальное внимание. И эффект от такого внимания просто поразительный. Буквально действительно через 10 минут, как будто бы нервная система ребенка напитывается вот этим вот пониманием, что его видят, его слышат, он в безопасности, у него Это есть терапия, место. просто прямая Да. терапия. И ну вот гарантированный результат, что ребенок через 10-15 минут успокаивается и, скорее всего, пойдет заниматься своими делами, играть. Я в свое время проверила, я была потрясена. Просто вот тут такой нюанс, что ты должен действительно 100% внимания дать, а не так, знаешь, чуть-чуть параллельно. Вот, и просто удивительно связка. Я никогда не думала, что в терапии же говорят, ты свой внутренний родитель даешь вот это пространство и внимание своему внутреннему ребенку. Все. Я это делаю, я просто не знала с этой стороны, как вот, это ты работает. представляешь, оно как бы примерно все одно и то же. Ну вот кроме вот этого инструмента безраздельного внимания, мне еще вспоминаются вот эти моменты, когда малыши совсем мои маленькие были, и я их баюкала, и создавала какое-то не просто вот механическое там движение, не знаю, качать там, а вот какое-то вот состояние, как будто я им даю сферу, да, как какое-то состояние полного обволакивания, в котором они очень быстро засыпали. У меня как-то интуитивно к этому, видимо, я знала, как это делать. И когда я пришла на эту практику, нас, собственно, тренируют, и мы тренируемся в течение 2 лет создавать это пространство для наших клиентов, я вспомнила эти ощущения. Вот этого, знаешь, какого-то состояния, как будто ты создаешь какой-то кокон, или, не знаю, какое-то состояние абсолютного безопасного гнезда, я не знаю, колыбели для человека. И это вызывает такие трогательные чувства, и это не может не повлиять на этого человека. Даже если ему покажется, что ничего не было, и он, может быть, это влияет. Это влияет. У тебя уже было несколько сессий к ранее, и вместо того, чтобы я рассказывала, как это проходит, расскажи о своем впечатлении вообще, как это проходит. Что происходит на этой сессии? Ты спросила, я вспомнила. Когда-то несколько лет назад был планка челлендж. Помнишь? Да. Так. Да, ты оказываешься в горизонтальном состоянии на самых неожиданных поверхностях. Я сейчас просто вспомнила нашу сессию на столе обеденном на террасе на балконе на Кипре. Ты уже про кранию переключилась. Прости, я просто это было очень... Это было не... Тогда еще не было массажного стола, и мы делали на столе. Ну, то есть, на самом деле, это может происходить где угодно. Сидя, лежа, стоя. Но уже в усовершенствованной версии это происходит в роскошном районе Лондона, в Марилбоуне, куда ты приходишь, попадаешь в красивую квартиру с эркером, с лепниной. Прекрасная Мария тебя встречает. Ты полностью одетый, с подушкой, там, с валиком, ну, в общем, просто удобно устраиваешься и лежишь в течение там, часа с небольшим. В этот период ты просто прикасаешься очень немного к телу, к ногам, к щиколоткам, к
к шее, к голове, к пояснице, ну так, как ты чувствуешь. Мгм. И время очень быстро пролетает. Иногда засыпаешь. Да, у тебя засыпают люди? Многие засыпают буквально на второй минуте, а кто-то с интересом наблюдает за процессом и остается awake. Кстати, знаешь, интересно, в отличие от массажа, мне массаж неплохо тоже переключает в тело, Мгм. но мне обычно нужно минут 30-40 массажа для того, чтобы мысли перестали крутиться. И вот последние 20 минут я такая, ну ладно, вот наконец-то я соединена, я не спешу, я не делаю чек-лист в голове, а в кранио это происходит бам. Вообще про тело, мне кажется, больше и больше в последнее время говорят, не только в контексте каких-то физических вопросов, да, здоровья, Мгм. функциональных, скажем так, а как инструмент работы с психикой и эмоциональной сферой. Вот про терапию, как вообще соединяется тема кранио и психотерапии? Ты знаешь, она вообще великолепно соединяется, и в этом, наверное, универсальность краниосакральной терапии, что она может и с физическими вопросами работать, то есть на уровне тела, и с психоэмоциональными. Ам, Отпускаются вообще это огромные подспорья в работе с травмами психологическими, в том числе, до которых докопаться невозможно, наверное, часами или Мгм. месяцами работы с психотерапевтом зачастую, да. А здесь это может иногда произойти буквально за несколько сеансов. А иногда, может быть, занять и больше времени, но этот путь достаточно щадящий. Вот, кстати, это еще одна характеристика краниосакральной терапии, которая мне очень близка. Она очень осторожно относится к вообще как бы очень trauma-aware, trauma-aware. То есть Что это очень... значит? Это значит, что у терапевтов очень большое, глубокое понимание вообще, как происходит травма психологическая, как она запечатляется в теле и в психике, и как с ней нужно работать, потому что этими знаниями не все психотерапевты, не все психологи обладают, к сожалению. Постепенно эти знания расширяются, и они начинают становиться более, так сказать, известными, но, к сожалению, очень многие терапевты просто не обладают этими знаниями и приводят своих клиентов в довольно сложные процессы, которые могут привести к ретравматизации. А в краниосакральной терапии очень аккуратно к этой теме относятся. И вот эта ориентация на здоровье и постоянная связка с ресурсами, которые доступны у клиента, и как бы вот это вот аккуратным прохождением в том диапазоне, который клиенту доступен на Мгм. сегодняшний момент, он, по крайней мере, почти гарантирует, что вот эта работа с травмой не приведет к ее усилению или Мгм. обострению. Мне кажется, это очень важно для людей с какой-то глубокой и тяжелой травмой, которым нужны инструменты с ней работать, а и без того, чтобы расковырять ее до еще более болезненного и острого состояния. Ну да, кейс расковырять до еще худшего состояния, мы это много наблюдали. Да, это, к сожалению, часто встречается, и а, вот в кране так не так. Слушай, в крайнюю можно прийти и через книги, которые откликаются полностью compatible с этой темой. Мне вот, знаешь, приходит в голову, во-первых, ненасильственное общение Маршала Розенберга. А Мгм. тебе что близко в этом плане? Точно «Отпускание путь сдачи» Дэвида Хокинса. Мгм. Это вообще одна из моих 3 любимейших книг за всю жизнь. Вот это прям кранио. Да, да. Вторая — это свежая Марина Абрамович, автобиография. Мгм. У нас как-то запойно сейчас все в эволюции ее читают, потому что недавно ее обсуждали, и, видимо, все Мгм. побежали срочно смотреть алхимическую книгу, как ее назвали. Мгм.
Кто Ну еще? вот мне еще вот это очень нравится книга. Георгий, кстати, ее в свое время мне посоветовал. «За пределы страха. Трансформация негативных эмоций» Томаса Троуба Кришнананда. Георгий — это была нативная интеграция Георгия Голобокова, нашего тантрического учителя. Привет, Георгий. Да, привет, Георгий. Твои рекомендации были очень ценны и приняты. Ну, еще точно Кен Уилбер, Да, да. да, интегральное видение. Ну вот еще, знаешь, по духу своему Джеймс Холлис «Перевал в середине пути. Как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни». Там тоже очень классно о некоторых этих вещах говорится. Мам, кто обычно твои клиенты? Мгм. Какая целевая аудитория? Слушай, это могут быть люди, которые ищут решение своих вопросов в физической сфере, в сфере здоровья. Очень благотворно влияет на нервную систему, а, соответственно, все болезни связаны с нервами. Но кроме физической есть еще и вот такая психоэмоциональная сфера, и она тоже на самом деле не менее важна, крайне универсальна и для физической, и для психоэмоциональной сферы. Это, опять же, работа с нервной системой, но уже с точки зрения психоэмоционального состояния, уровня тревожности, опять же, качества сна. Ну что, спасибо большое тебе за разговор. Спасибо тебе. Было интересно. Надо сделать еще. Понятно, что здесь вообще не ясно, где мы, но мы на Кипре. Предлагаю сделать целый цикл в разных местах. Это будет шикарно. Итак, друзья, сегодня у нас был первый выпуск нашего подкаста, в котором мы поделились какими-то основными первыми мыслями и образами, связанными с этой терапией. И до новых встреч!